Всем привет! Спрашивали мои подписчики, как я делаю шпалеры, чем натягиваю, какой материал использую. Ну, так в двух словах покажу, объясню, кому это интересно. Вот какие я тросы использую для натяжения, для шпалер винограда. Вот самые первые, которые у меня появились, это проволока оцинковка 2 мм. Многие советовали для нижний. У меня пока он укрыт, поэтому буду показать на второй проволоке. Нижнюю рекомендуют 3 мм проволоку вешать. Я, честно говоря, не увидел большой проблемы. У меня везде 2 мм. Выдерживает очень хорошо. Единственное, что при жаркой погоде, конечно, проволока очень сильно растягивается. Металл играет. При жаре растягивается, при холоде сжимается, поэтому, ну, в этом плане он, конечно, не очень удобен. Но вот у меня такие талрепы, я ими регулирую натяжение. Вот это временная фигня, зажимчики такие, они выдерживают, ну, они выдерживают один сезон, но с ними не очень удобно. Это я уже так сэкономил, решил поэкспериментировать. Эта штука, она под ультрафиолетом, наверное, недолго выхаживает. Она быстро очень рвется. Проволока, в принципе, отлично справляется со своей нагрузкой, со своей задачей. Проблем с ней нет. Чтобы столбы не сходились, вот у меня такие упорчики стоят. Но это на небольших шпалерах я вот так сделал. Как бы расход металла здесь не очень большой. И как бы оно держит, не сходятся столбы. Держится очень жестко. Вот длинный ряд. Здесь, конечно, такие упоры не поставишь, поэтому я поставил, наварил. Удлиняю ряд, у меня еще пока проволока не натянута. Вот сделал вот такие упоры. Здесь забетонировал, чтобы в землю не уходило. Можно камень, в принципе, было подложить, но я уже решил так пляснуть немножко цемента с камнями. И довольно конструкция стала жесткая. Потому что летом приходится очень часто подтягивать. Тоже использую талрепы. Но очень приходится часто поджимать. Здесь еще упоры не поставил. Здесь более-менее ряд короткий. Но тоже, честно говоря, играет. Она конкретно играет. Буду тоже потом упоры ставить со временем. Пока есть немножко другие задачи. Вот эта противоположная сторона. Тоже сделал упор. Крайние столбы у меня 40 на 40 миллиметров. Центральные можно потоньше. Это, в принципе, по сути какие-то, ну, отходы труб были. Там 3 на 3, круглые, квадратные, разного сечения. Все оцинковки, кстати. Даже не помню, откуда они у меня взялись. Давно они валялись. Расстояние между шпалер, ну, у меня везде разное. От 2 до 4 метров. Конечно, чем чаще, тем меньше провисания. Поэтому тут смотрите сами. Первую проволоку я раньше делал 40 сантиметров от земли. Сейчас я ее везде стараюсь делать не меньше 50, потому что все-таки провисание, растягивание и так далее. Поэтому делаю не меньше 50. Вторая и последующие проволоки у меня по 40 сантиметров идут шагом. Ну, наверное, нижние 50, а следующее лучше делать где-нибудь 20-30, потому что когда начинают расти побеги с первой проволоки,
они достаточно хлипкие основания, поэтому можно сделать еще промежуточную проволоку. Сделать это будет вообще песня. А остальные по 40 сантиметров вполне нормально. Вот здесь у меня новый ряд. Здесь тоже такие упоры сделал, наварил на предпоследней, вместо предпоследней проволоки. А остальное натянул проволокой Танис. Вот она выдерживает любые перепады, минусы, плюсы. Она так не играет, как оцинковка. Сделал ковш, чтобы не переламывалось. Зажим. Рекомендую 2 зажима, но я делаю 1. Мне его с головой более чем достаточно. Промежуточные столбы. Вот такие перемычки. Они идут в комплекте с проволокой. Вот, они съемные. Очень хорошая штука. В общем, эта проволока, ей нельзя повреждаться. Поэтому надо какой-то, такие пластиковые перемычки. Вот они как раз в наборе идут. Края тоже. Талрэп, ковш пошел, зажим. Все это регулируется. Все как струночка. Натянуто. Все очень даже хорошо. Вот так этот ряд выглядит. Этот ряд у меня для технарей. Металл, конечно, тонковатый, я его здесь укреплял, потому что у основания его немножко так шатало. Сейчас он пожестче стал. Для технарей более чем достаточно. Вот Танис выглядит так. Он продается в бухтах по-моему, по 600 метров. И вот в таких по 100 метров такие вот наборчики идут. Кому интересно, можете поставить на паузу, почитать. Вот так он запечатан. Это, по-моему, жлобин. Сейчас посмотрю. Это жлобин производит. Вот так выглядит этот набор. Значит, вот эти крепления для центральных шпалер, для краев я докупал талрэп и ковши. Вот так оно выглядит. Это 100-метровка. Я взял 2 набора по 100 метров. Вот есть еще некая памятка, инструкция применения. Их можно, как правильно их вязать, чтобы не повредить сам трос. В общем, варианты есть. Можете тоже на паузу поставить, кому это интересно. Используется, не только, конечно, для винограда, вообще для садовых каких-то работ. Вот так это выглядит все. Все, кому информация полезна, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем колокольчик. Всем пока.